Милздри и Мазели, привет всем, с вами Сэр Холмс. Продолжаю Тамриэль Ребилд, Моровинд. По-прежнему в замке Старого Эбенгарда. И на повестке дня расследование дела генерала Кассика, который тут сидит, который заключен за участие в заговоре Эгара Тарна. Я опять же напомню, что я не припомню про этого персонажа что-то в официальном лоре. Вот, возможно, вымышленный, возможно, вы знаете больше. Пишите, что думаете по этому поводу. И у нас тут, похоже, бретонец, да, в страже. Я думаю, имеет смысл порасспрашивать вообще всех про него. Поузнавать таким образом. Но, правда, не все о нем вообще собираются говорить, да? Я Мартен Арцелио. Я надеюсь, что в один день я стану боевым магом. Я знаю многих, кто служит в Сиродиле и в Хайроке, но ни одного еще не встречал в Моровинде. А где там ваша генеральша-то? Кесалия. Где-то высоко наверху, понятно. Надо же спросить ее и жену Кассика. Аргония? Давай знакомиться. А, дружище, чужестранец. Твой акцент тебя выдает. Да, мне кажется, моя морда меня аргонианская выдает. Я Скарата. Или Скараса. Скарата. Скараса, наверное, больше. Ты тут еще не освоился, аргонянин? Я скучаю по Риходу с тех пор, как я только сюда впервые ступила. Наверное, это все погода. Или местные, или еда. Да, наверное, все именно в таком порядке. Понятно. Ну, давай, не скучай сильно. Я помню, тоже бывал в Риходе, но, правда, не я. Ну, короче, вы поняли. И там были залагавшие упыри. А, да, давай тоже знакомиться. Альдранус, или Альдран. Альдран, да. Альдран Друс. К твоим услугам. Я прибыл сюда из Сиродила несколько недель назад. Поначалу я боялся сюда переезжать. Но знаешь что? Это намного лучше, чем я представлял. Ну, хоть кто-то доволен. Так, куда я хочу? Тут, наверное, просто у вас комнаты, да? Да. Не очень, конечно, это все удобно открывается, но что поделать? Что читаем? Шуточки. Так, я пришел снизу, да? Значит, мне сюда. Замок. Экстерьер. Ух ты. Залендверку Костус. Кост. Блин, фамилии точно не читаются в конце всякие вот эти ус. Стальная шкура, Олфвур. Так, здорово, расскажи что-нибудь про себя. Я советник Ольфвура Стальной Шкуры, рыцаря имперского дракона здесь, в Эбонитовой башне. Я работал в имперском городе, прежде чем перебрался сюда. А теперь моя цель — это организовать лучшее отношение между местными и империей. Рыцари 9. Так, что тут? Нет следа турнира, о котором ходят слухи. Но это мы читали. Вроде как он планируется, но что-то как-то его никто не... О, какая клеймора, смотри. Один меч для людей, один меч для... Ну, вы поняли. Чё расскажешь? Говори, гражданин. Я Ольфвур Стальная Шкура. Заместитель
Кесали Виктрикс. В Бонитовой башне. Рыцарь имперского дракона. Хорошо звучит, не правда ли? Она всех нас превосходит. Даже рыцарь имперского дракона. Похоже, он мог бы выдать квесты имперского легиона, если бы я в нем состоял. По-прежнему все судачат про ремонт канцелярии. Я рыцарь имперского дракона, легиона. И я бы подумал дважды, прежде чем направляться в Дейдрические руины без подмоги. Местные, похоже, уже давно не посещали эти места. Но там как раз самые худшие эти культисты. И вообще там ужасно надо, наверное, расчистить, он это имеет в виду. Ты можешь мне дать какие-то поручения? Кажется, ты умеешь обращаться с мечом. Хочешь вступить? Ну, пожалуй, нет пока. Пожалуй, приберегу это до лучших времен. Так. Это я все слышал. Ну, поговорить про Касика с ним нельзя, да? Это можно что-нибудь с этим сделать? Нет. О! Еще один темный эльф. Можно поторговать. Ульву Аурадас. Моя задача, чтобы никто из моих друзей-легионеров не заболел или чего похуже. Я еще ни одного из них не потеряла с тех пор, как я здесь начала работать. Diligence. Забота, наверное, это хорошее качество, Холмс. О, зелье. Слушай, лучше я не буду говорить, ну хотя... Блин. Я после случая со скрибовым пирогом боюсь чего лишнего сказануть не тому человеку, знаете ли. Она в теории может быть предана герцогу. Ну хотя герцог, блин, он же не местный герцог-то. Может быть ей плевать на него. Но с другой стороны, если бы я заказывал зелье, повреждение, ну да, ну любое какое-то, я бы не говорил с какой целью, просто надо и все. С чего бы кому-то вообще понадобилось что-то вроде этого? Я об этом не буду докладывать, но и помогать тебе не буду. Докладывать. Божечки. Ну ладно, будем считать, что пронесло, тем не менее. Так. Ночной глаз продать тебе, украденный. Цветок коды, наверное, тоже он какой-то бестолковый. Ну, конечно, левитация там есть, но черт с ней с левитацией. Вот. Хоть что-то. Еще выше.
О, вот и она. Вот карта. Здравствуй, здравствуй. Все меня завербовать хотят, какой я классный, да? Я Солий Зенитарион. Зенитарион. Красивая фамилия. Адъютант лорда-генерала Виктрикс, командира имперского легиона в Моренде. Да, она лорд-генерал упорная и какая-то еще. Она командует. Ну, я горд служить ей. Так. Про этого тоже поговорить с ним нельзя. Окейшки. Yes, friend. Карта империи. Гвоздики. Так, а чё вы там в Сомерсете-то забыли? Вы хотите вторгнуться туда? Это, кстати, наверное... Ну, как бы расположение главных сил империи тут утыкано. Ну, хотя... Вот этот гвоздь, он, я бы сказал, что скорее в Альмастир воткнут, чем... в старый Эбенгард. Ну, может быть, этот гвоздь означает оба Эбенгарда. Этот обозначает Firewatch. Это черт знает что. Этот тоже черт знает что. Кит по Варденфеллу, по Вивеку. Защита Моровинда, том 1. Так. Форты Легиона. Доклады. Так. Что пишут? О, по всем фортам доклады действительно. Так, разбор конкретных фортов Легиона на материке Моровинда, основанные на последних донесениях. Первая последнего семени, третья эра, 427 год. Так, форт Анкелес. Комендант Раяна Джейтс. Так. Статус тревоги. Мотылек. Текущий статус. Комендант Джейтс. В постельном режиме из-за серьезного заболевания. Боевой маг форта. Сейчас заместительствует. Рекомендуемые действия никаких. Форт ветреного мотылька. Комендант Арвс Ретрати. Да, я там был. Так, состояние тревоги Тигр. Текущий статус. В ужасном состоянии. Стена очень сильно повреждена. Несущая, видимо. Большие проблемы с дисциплиной. Комендант запросил финансовую помощь. 5000 септимов на ремонт и нужды солдат. Рекомендуемые действия. Наказать... Проспонсировать необходимый ремонт несущей стены. 2500 септимов. Жесткие меры, возможно, будут необходимы, чтобы восстановить порядок, если ситуация в форте не улучшится. Рассматривается возможность спонсирования новоиспеченной хельнимской милиции в будущем. Кип. Командант Арктурус. Состояние тревоги. Волк. Я там тоже был. Это рядом с Тель-Мусадой. Текущее состояние. Слегка непослушный.
что-то такое. Проблемы с субординацией, видимо. Состояние тревоги понижено с тигра до волка. Так. Поскольку комендант доложила успешной встрече с местным тилванским лордом. Рекомендуемые действия. Возможно, стоит послать небольшой отряд подкрепления. Так. Крепость Байл-Ойры. Комендант Тиберия Рон. Статус тревоги мотылек. Текущий статус. Ну, все в порядке. Действие не рекомендуется. Форт сверх мотылька. Командир синяя андация. Состояние тревоги без. Текущий статус. Нужен небольшой ремонт. Несколько случаев пьянства на посту. Там я тоже был, это где-то рядом с Сейлином и Акаморой. Рекомендуемые действия. Запретить употребление алкоголя за исключением высокопоставленных офицеров. Форт огненной бабочки. Комендант, видимо, погиб. Или сильно болеет. Смещен. Да, состояние тревоги дракон. Состояние заброшен. Очень большие повреждения. Занят враждебно настроенной армией нежити. Рекомендуемые действия. Следить за островом. Что это? Интересно. Рассмотреть использование фрилансеров, чтобы вернуть стража Акавира. Чё? Очень интересно, но непонятно. Как говорится. У этого парня проблемы с прической. Что-то, наверное, конфликт реплейсеров лиц какой-то. О, ну что, наконец-то я добрался до лорда-генерала. Так, я лорд-генерал. Ты что от меня хочешь, гражданский? Так, командую его легионами, его высочества, его величества, то есть в Моровинде, да-да-да. А кто такая Нераса Веран? Расскажи мне. А, это жена Касика, наверное. Очень печально все, что с ней случилось. Сначала Касик, и потом ее связь с... Как это? Мне же подсказывали, как это правильно. Священники-диссиденты... Блин. Забыл. В общем, как это в официальной локализации их называют? Напишите, пожалуйста, если я не забуду. Мы с ней были близки. Я думаю, она ревновала из-за того, что Касик проводил со мной много времени. Хотя его со мной отношения были исключительно как от офицера выше по рангу. Ну, расскажи про Касика. Я служила генералу Касику 30 лет назад, как его личный адъютант. Но он оказался предателем, да. Но его план не свершился. И я не хотела, чтобы он умирал. Однажды он был человеком чести. И я чту память об офицере, коим он однажды был. Я свидетельствовала против него. И из-за моих показаний он был заключен в темнице. И уже в течение 30 лет. А что было за доказательство? Он говорил со мной лично. Присоединиться к нему в его предательских планах и пытался подкупить мою честь золотом. Но я отказалась присоединиться к его предательству и доложила на него королю. А что он предложил конкретно? Что за предательство?
Что нам нужно было замаскироваться вместе с нашими людьми под Данмиров. И повести отряд имперских войск в Чернотопье. Атаковать деревню на другой стороне границы, провоцируя войну между темными эльфами и аргонянами. Незадолго после этого один из наших агентов доложил, что отряд чернотопских воинов дожидался в засаде вот этих вот вторженцев, темных эльфов. Если бы мы атаковали, мы бы попали в засаду. Когда я доложил о замысле генерала Кассика и попытку взяточничества, его посадили в тюрьму. Если он действительно замышлял предательство, почему его не казнили? Ну, это по моей просьбе, можно сказать. Мы оба были высокоуважаемыми офицерами, но генерал Кассик имел превосходную репутацию. В общем, видимо, это тоже сыграло что-то, это имеется в виду. Он утверждал, что этого разговора никогда не было и не мог объяснить, или не мог понять, почему я сделала такой бешеный наезд, но я была свидетелем. Что-то такое. Другой офицер был со мной. И он видел, как мы говорили с генералом. Но он не слышал то, о чем мы говорили. У тебя наверняка есть больше доказательств. Что еще ты знаешь? Ну, я уже тебе сказала все, что есть. Что-то еще? Да, еще один вопрос, пожалуйста. А кто был этот офицер? Румий Станник. Станникус. Наверное, все-таки в фамилиях читаются US. После заключения Кассика Станникус покинул легион и стал защитником Нера Северан. Нерасу редко можно увидеть без Румия где-то неподалеку. Я бы так никогда не поступила, но им двигала честь. И я уважаю его решение. Окей, понятно. Спасибо. Ну что ж, хорошо. Если бы план генерала удался, это означало бы смерть моих людей. Он однажды был хорошим человеком и человеком большой чести. И ради него я не настаивала на смертной казни. Но его действия были типа беззащитными. Что-то такое. Их невозможно было оправдать, наверное. К счастью, его план провалился. А теперь, если простишь меня, у меня много дел. Понятно, хорошо. Где найти-то эту? А, где-то в замке, говорят, она. Ну вот и ищи свищи теперь. Так. Жену надо найти.
Вообще надо было, наверное, безопасности, так сказать, ради пощупать сначала амулетом генеральшу. О, 2 ночи уже. В 2 ночи завалился к генералу всея имперского легиона Моровинда и... Расспрашивать его начал ни с того ни с сего. Смело с моей стороны. Так. Надо бы сгонять, наверное. О. Нет, так будет высоко падать. Блин, я застрял опять. О. Выбрался. Тут я же все осмотрел, да? Осмотрел. Ну, хотя я ж великий акробат, чё мне. Вот, я, собственно, спать иду. Вот тут у нас так как полно свободных. Да ну уйди, пожалуйста. Какой ты... Может, Касик что скажет еще? Привет снова, Холмс. Знаешь, вот ты это единственное лицо, которое я с нетерпением жду, чтобы видеть снова уже за долгие годы. Есть какие-то новости? Пока никаких, дружище. Ладно. Когда соберешь доказательства, пожалуйста. Да, это я уже слышал. Огонь! Так, нет, я видел покомфортабельнее клетку. Мне тут можно спать? Или не разрешат? О, замечательно. Давай, до 7 утра. Уйди! Мерзкий. На кухню бы еще, конечно, пробраться, что-нибудь спереть у них. Ну, ладно, надо искать жену, в общем, его. Вот она может быть где угодно вообще. Керан. Молоты, топоры, мечи, кинжалы. Скажи мне, Холмс, что тебе нужно? Я к твоим услугам. Я Киран, кузнец. Я родился в этом городе и работал рядом с кузней еще с молодых моих лет. Так, чинить мне нечего. Адамантиновая. Гизерн. Что это у нас? Что-то типа алебарды, ну и на бердыш похоже. Нечевый клинок. Имперский. Имперская серебряная кепка. Тяжелая. Шапка. Так, 1200 монет, кстати, неплохо, но мне особо... Ну, если шлем... Не, шлем лучше кому-нибудь другому загнать этот. Адамантиновый. Это ты не купишь, ладно. Значит, не о чем нам с тобой тут общаться. Yes, Argonian. Классная прическа. Не знал, что вам по уставу такие разрешены. Нужна тренировка, гражданин. Хочешь... Я могу улучшить твою технику с длинными клинками, тупым оружием, рассказать тебе о пользе тяжелой брони. Ну, пожалуй, спасибо, не надо. А, мастер по оружию, смотри, она тоже тут важная шишка. По сути, по идее. Ладно. Шанс того, что я здесь найду жену Касика, был очень невелик. Вот, возможно, она в башне Акатоша. О. Ты смотри, что тут? Череп. Алтарь имперского культа. Это меч сломался об череп, типа, да? Забавно.
Так, 25 монет. Что я хочу? Благословения он никаких не дает. Ну, может, у меня были какие-то действительно навыки повреждены. Сейчас все в порядке должно быть. Я священник Мимистиан Фелукс. Фелюкс. Это святилище имперского культа. Легиона. Как я могу тебе служить? Ну что насчет алтаря? Он выглядит мрачновато. Ты имеешь в виду череп, сломанное лезвие и петлю? Да, возможно, они выглядят странно, даже зловеще. Но жизнь солдата легиона по своей природе жесткая и жестокая. Смерть всегда рядом, и мы должны быть готовыми ее встретить. Этот алтарь об этом напоминает. Теперь что я могу для тебя сделать? Ну, я даже не знаю. Слухи расскажи мне. Окей, ладно. Башня Катоша. Так, это я, наверное, выйду прямо во двор, да? Почти. Так, это что? Башня Мары. Вот, я, получается, под землей прошел от штаб-квартиры, да? Покои. Нет, туда я не хочу. Ну, я бы скорее поставил на то, что жена Касика находится где-нибудь... в канцелярии в той же там. А что это у вас тут такое? Очень интересно у вас тут обставлено помещение. О, барбер. Галук барбер. Целитель. Спектральное учение какое-то, чего-то, кого-то. Кожаные свитки. Тут что у вас происходит? Скелет. Ты выглядишь как алхимик, но опять же я с тобой опасаюсь. Не, она не алхимик. Целитель тоже. Ну, Мара, она же у нас вроде как раз богиня такая. Целительствующая. Ну, тут, конечно, вообще. Заклинания наверняка... нет, в основном изменения, как ни странно. Регенерация. Все, не вижу особого смысла. Так, оттуда я пришел. А вот сюда, в покое башни Мары можно. А тут у нас Камбриниан Бронник живет. Бронник. Уютненько, однако. Книги. Так, ну это невежливо так лезть сразу в книги, не поздоровавшись даже. Ты у нас кто? Тоже целитель. Ну, кто еще будет в башне Мары жить, правильно? Че, читаем? Филогенез расовый какой-то. Стекло Моровенда. Жизненный цикл дреугов. Что-то про оборотни. Ну, еще тут... Так, алхимия. Ух. Аж на 3 прокачал
пункта алхимии. Пока пребываю в замке. Про древгов много, короче, говорю, вот что. Учение по древгам. Так. Продолжаем поиски. Мне, наверное, сюда теперь, да? Да. Все верно. Из башни Мары я выхожу теперь сюда и... Ну... Здесь у герцога я был. Миссия Хаммерфелла. Ну, едва ли, опять же, я найду здесь жену Касика, но... Хоксли. Добрый день, Холмс. Добро пожаловать в Хаммерфельскую миссию. Я Хоксли из Рихада. Какое дело привело тебя сюда? Я Хоксли. Четвертый медведь благородный из Рихада. О. Так, прежде чем быть назначенным сюда, я торговал, что-то там налаживал торговые связи между Империей и Хаммерфеллом. Очень стрессовая работа, но мне нравится думать, что я делал ценное дело для Империи, моего народа. Что такое четвертый медведь? Четвертые медведи — это наша главная социальная какая-то типа каста, наверное, страта в Хаммерфелле. Наравне с коронованными коронами. Мы наследники великого Рогада, воины, которые очистили Хаммерфелл от якуданских мигрантов с Якуды. Подожди. Нет, чтобы якуданцы заселились, да? Это ж вы из Якуды приплыли. Кроме того, мы собрали много культурных практик. Ай, блин. Родных рас людей, что-то сложно, короче. Короны назначили нас быть... Или считают нас коррупционированными этими другими расами. Ну, мы просто одобряем культурный обмен, вот что. Ну, понятно, четвертые медведи, да? А кто такие короны тогда? Короны — это главная социальная страта Хаммерфелла вместе с нами. Они наследники старого короля великого Якуды на Тамамбу. И используют этот факт, чтобы провозглашать себя спасителями якуданской культуры. Но в действительности они просто кучка упрямых изоляционистов, которые сопротивляются любому имперскому влиянию. Они защищают Хаммерфеллу и редкардскому народу. Ну, не дают, в общем, достичь их нашего настоящего потенциала, использовать весь потенциал, да? Так, Хаммерфелл? Хаммерфелл — это моя провинция. Сюда наши якуданские предки прибыли после того, как континент затонул. Временами я сожалею, что они не выбрали место с погодой получше. Не очень-то приятное место в отношении климата. Очень много песка, на мой вкус. Забавно. Рихат. Славный портовый город, по моему мнению. У него такой же приятный климат, как и на Золотом побережье Сиродила, делая его одним из наиболее дружелюбных городов в Хаммерфелле, гостеприимных. И он также не страдает от налетчиков Аликарской пустыни. Что-то такое, да? Это куда больше, чем могут
предложить северные города. Это главный хаб торговли, признанный между Сиродилом и Хаммерфеллом. И порт постоянно забит лучшим сиродильским бренди. Да, я помню, Рихат, бывал я там. Но сейчас узнал про него больше. Вот так вот. Искал жену Касика. Нашел рассказ про Хаммерфелл. Мариус, привет. Иди по своим делам, Аргоняне, не беспокой меня. Я воин с... Ладно. Воин, короче, и защищаю. Перские сокровища украдены, это я читал. Истадахан. Посетитель. Слава богу. Я тут уже до слез заскучал. Я Истадахан. Воин из Корон. Из Хигат. И страж Хаммерфельской миссии. Что я могу сделать для тебя? Ну, расскажи о себе побольше. Рад, что ты спросил. Я королевский страж Корон, воин Ну да, я слышал уже. Я хорош в том, что я делаю. И, возможно, поэтому меня назначили в миссию Хаммерфелла. Поначалу я думал, что это была честь. Но меня не предупредили, что я буду проводить все дни в этой тесной башне. Разделываясь с угрозами, такими как пьяный имперский аристократ не нашел дорогу в Эльсверскую миссию. Ну, по крайней мере, Акалеки Мунду — это хорошая компания. Обмен историями по поводу приключений, которые у нас были, делает мое пребывание здесь немного более сносным. Ну давай, что ты расскажешь про Хаммерфелл? Ну так. Наша родина. Я не историк, поэтому углубляться не буду. Но можешь поговорить с Халеки Мунду. Или с Хоксли. Если ты его сможешь переварить. Да нормальный Хоксли, чё ты? Так, Хигат — это город, да? Да, старый Хигат — это самый великий город Корон из всех них. Именно сюда наши предки прибыли в Хаммерфелл, вытеснив местный звериный народ, чтобы сделать провинцию своей. Она была столицей долгое время, но это славное старое место с великими оплотами на границе пустыни Аликр и Великим Абиссинским морем. Так, короны. Социальный класс Хаммерфелла, снисходящий от великого короля Натамабу из Якуды. Мы самые близкие к якуданской культуре. Настоящие якуданцы. А не те беспредельщики, поздно прибывшие отбросы, после прибывшие. Но политика не совсем моя штука, хоть, правде говоря. Если хочешь грязи, поговори с Ахилеки. Ахалеки, божечки, что за имя? Как сложно это читать. А что про медведей скажешь? Социальный класс, бригада якуданских воинов. Так. Они слишком уж якшаются с имперцами, поэтому не очень мы их любим. Но опять же, говори не со мной, говорит. О, ну ты, конечно, меня загрузил.
Редгарды, длинные клинки, отлично. Хорошие книги у вас, ребята. Зачарованная у нее мантия. Добро пожаловать, Холмс. Я Ахалеки Мунду из Хигата. Пожалуйста, не кланяйся и вот это вот все. Мне такого не надо. Что привело тебя в миссию Хаммерфелла? Хотя я из аристократии, я не столь уж важна. Я не наследница никакого рода, не все такое. Но быть незначительной имеет свои хорошие стороны. Прежде чем меня притащили сюда, я организовывал экспедиции в пустыню Аликр в поисках сокровищ потерянных цивилизаций. Когда я разделаюсь со своими обязанностями здесь, я возобновлю свои приключения и никогда не буду оглядываться. Замечательно. Так. Мягкий народ. Темпераменты тропических провинций находят его двигающиеся пески и пустынные пейзажи Хаммерфелла, да, слишком жесткими, но мы, редгарды, приняли его жесткость. И это оформило нас, короче, как народ. Хигат. Старая столица. Так, великий король передвинул столицу из Хаммерфелла в Сентинель много лет назад. Но этот город никогда не был настоящим сердцем коронской культуры. Последние противоречивые, наверное, политики короля Латуна лишь доказывают, как коммерция и чужестранная коррупция изменили этот город. Сентинель, столица королевства Сентинель и имперской провинции Хаммерфелл. Это дом короля Латуна и его двора. И это главный центр коммерции и политических интриг в заливе Элиак. Сентинель однажды был городом медведей. For beer. Блин, ну я не знаю, как это перевести просто. Может, вы знаете. Но стал коронским после того, как великий король передвинул его Самаруика, его дворец туда. И сейчас... Ой, блин. И что-то там из-за попыток короля что-то там сделать с фракцией, что-то дурацкое произошло, короче, вот что. Но они меня, кстати, любят что-то все. 73 у имперцев, и то 50 всего. Окей, ладно, спасибо за... Не знаю, что это, как это назвать. Уроки чего? За какие-то уроки, в общем, чего-то. Политической грамотности, наверное. Так, сюда я лезть не хочу. Там же, наверное, нет ничего заслуживающего внимания, правда? Фарах. Иди, говорит, отсюда. Ну подожди, там же вроде наверх можно было. Так, отсюда. Вот, я пришел откуда-то отсюда. Можно вылезти сюда, а можно еще наверх сходить. Вот, наверное, просто, да? Наверх башни. Ну, тут, кстати, один из лучших видов открывается. На
на утесы вот эти вот все. Ну, на этой живописной ноте, наверное, друзья, закруглимся на сегодня. Опять же, извиняюсь перед любителями экшона. Но я такой вот дотошный, скрупулезный. И в конце концов, я ищу жену Кассика, чтоб ее... Ну и в конце концов, это было интересно послушать про Хаммерфелл и все такое. Вот, но, наверное, с другими миссиями я повременю. Но все-таки, по идее, это отвлекает меня от дел. С дела Кассика. Так-то я хочу, на самом деле, сплавать в новый Эбенгард. И как они его называют здесь, Эбенгард на Варденфелле. Чтобы рассказать про беды Аргонянина из вон, кстати, виднеется рынок рабов. Вот. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Вот. Еще раз вам всем спасибо за просмотры. С вами был Сэр Холмс. Лайки, подписки. Morrowind Umbrella Rebuild. Пока-пока.